Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн мира, на которые никто не может найти ответы. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Загадочные космонавты из Мартыновского клада. В 1909 году земля близ села Мартыновка неохотно рассталась с сокровищем, которое до сих пор ставит в тупик исследователей раннего Средневековья. Среди россыпи византийского серебра и славянских украшений VI века скрывались 4 фигурки, чей облик выбивается из любых канонов той эпохи. Эти существа с позолоченными лицами и странными, почти геометрическими пропорциями застыли в динамичной позе, которую одни называют сакральным танцем, а другие – зашифрованным посланием, чей смысл был утрачен более 1000 лет назад. Самое поразительное в пляшущих человечках – это их головы, напоминающие массивные шлемы с прорезями для глаз. Мастера того времени редко прибегали к такой радикальной стилизации, что порождает закономерные вопросы. Кого именно пытался запечатлеть древний ювелир? Непропорционально большие черты и металлический блеск лиц создают пугающий футуристичный образ, который кажется чужеродным на фоне привычных археологических находок. Несмотря на попытки историков вписать эти фигурки в рамки известных культур, Мартыновский клад продолжает хранить свою главную тайну. Почему эти символы власти или культа были так тщательно спрятаны? И почему ни в одном другом захоронении в мире не найдено ничего подобного? 2. Загадка Агуада Феникс. Кто и зачем построил гигантскую космограмму в Мексике? В джунглях Мексики обнаружили объект, который 3000 лет маскировался под обычный природный холм. Это Агуада Феникс – колоссальное сооружение, которое ученые называют космограммой. На деле это означает, что весь комплекс был спроектирован как физическая модель Вселенной. Его форма повторяет особый крестообразный узор, который в древности считали схемой мироздания и самого хода времени. Масштаб постройки поражает воображение. С помощью лидара и раскопок установили, что объем основания платформы составляет от 3,2 до 4,3 миллиона кубических метров земли и глины. Для сравнения, это существенно больше, чем объем знаменитой пирамиды Хеопса. Радиоуглеродный анализ слоев грунта подтверждает, что основная часть комплекса возникла между 750 и 700 годами до нашей эры. При этом наиболее активная фаза – настоящий строительный взрыв. Она была аномально стремительной для таких масштабов, всего несколько лет. Как разрозненные общины, не имевшие над собой жесткой власти царей или надсмотрщиков, смогли переместить целые горы грунта с такой геометрической точностью и скоростью? Сооружение ориентировано по звездам и буквально записывает в своей архитектуре движение небесных тел. Это не просто здание, а огромный механизм, вписанный в ландшафт. Остается загадкой, кто на самом деле передал строителям столь глубокие познания в геометрии и астрономии, позволившие создать объект, истинная форма которого открывается лишь при взгляде с неба. 3. Тайна камня Розье. Этой загадки истории не было бы, если бы американец Джек Нельсон не захотел овощей с собственного огорода. Таинственный артефакт продолжал бы себе лежать в земле и не тревожил умы ученых мужей, а также не ставил под сомнение ход истории человечества. Но этот удивительный предмет все же был извлечен на свет. В 1927 году Джек Нельсон взял лопату и пошел вскапывать землю у себя на участке, располагавшемся в штате Миннесота. Если точнее, в небольшом населенном пункте под названием Розье.
Он копал себе и копал, как вдруг заметил странный камешек, который не походил на обычные, потому что явно носил следы обработки. Джек не поленился, поднял находку и очистил от земли. Овальный камень был совсем небольшим, диаметром всего 5 сантиметров. С одной стороны на нем было выточено некое подобие человеческого лица, вокруг которого велась лента не то с рисунком, не то с какой-то надписью на незнакомом языке. Нельзя сказать, что Джек слишком уж удивился своей находке. Ему и раньше попадались на этом участке разные интересные штуки, то черепки, то древние наконечники для стрел, то каменные молотки. Это и понятно, участок-то находился на месте древнего индейского поселения. Впрочем, новый камень совсем не походил на прежние находки. Поэтому Джек сунул его в карман и решил показать специалисту. Им оказался Джон Джаггер из Миннеаполиса, известный американский антрополог и специалист по древним текстам. Нельсон привез Джаггеру свою находку, но тот сходу не смог расшифровать надпись и попросил оставить этот камень ему для исследования. Джек согласился и тем самым лишил ученого покоя на целых 15 лет. Камешек, который по месту находки стали называть камнем Розье, оказался совсем непрост. Тщательно изучив его, Джаггер пришел к поразительным выводам. При создании этого артефакта был использован протоязык, который древнее греческой, египетской и даже шумерской цивилизации. И древнее, чем читал Хьююк в Анатолии, считавшийся прародиной всего человечества в 5 тысячелетии до нашей эры. Большинство коллег Джаггера, с которыми он поделился своей теорией, называли его фантазером. Лишь 2 ученых из Миннесотского университета заинтересовались и решили присоединиться к изучению камня Розье. Это были профессор антропологии доктор Дженкс и его коллега, профессор геологии доктор Стоффер, но методы, которые они избрали, оказались крайне неудачными. Ученые, решив очистить поверхность от скопившегося налета, оставили камень на некоторое время в кислотной ванне. Однако кислота разъела не только грязь, но и надпись. Джаггер был очень сильно расстроен. Конечно, надпись была многократно скопирована, но сам уникальный камень был поврежден. Можно сказать, как артефакт он был полностью разрушен. Но что еще хуже, после смерти ученого в 1959 году пропали и остатки самого камня, а также все материалы об уникальном артефакте. Остались лишь несколько фотографий и записей о нем и вопросы, оставшиеся без ответов. 4. Загадка чаши Фуэнте-Магна. На Земле можно обнаружить множество артефактов, чья природа и происхождение ставят в тупик официальную историческую науку. К числу подобных загадочных находок относится и керамическая чаша Фуэнте-Магна, иначе называемая Великой чашей. Ее обнаружили в 1950-х годах неподалеку от руин древнего города Тиуанака в Боливии. Нашел ее местный крестьянин. Он не имел отношения к археологии или исторической науке, поэтому обнаруженная чаша с рисунками и надписями не показалась ему чем-то примечательным. Долгое время она использовалась в быту. Возможно, этот уникальный артефакт и по сей день служил бы емкостью для корма скота, если бы на него не обратил внимания боливийский археолог Макс Португал Самора. Именно он приобрел чашу, испещренную текстами на непонятном языке, и закрепил за ней название Фуэнте-Магна. Поверхность чаши, и внутренняя, и внешняя, украшена множеством рисунков и надписями на 2 языках, отдаленно напоминающими клинопись. Исследователь предпринял попытки расшифровать эти знаки, но они не увенчались успехом. Когда артефакт попал в распоряжение муниципальных властей, его признали подделкой и отправили пылиться на склад. Новая глава в истории чаши Фуэнте-Магна началась уже в начале 2000-х годов, когда ею заинтересовались боливийские ученые Бернардо Бьядис-Якаваза и Фредди Арсе. В ходе изучения выяснилось, один из языков, использованный в надписях, обнаруживает сходство с клинописью шумеров.
представителей древней цивилизации Ближнего Востока. Доктор Клайд Винтерс, эксперт по шумерской клинописи, сумел перевести часть текста, в нем упоминалась шумерская богиня Ниаш. На основании этого исследователь сделал вывод, что чаша, вероятно, выполняла роль культового сосуда. При этом второй язык, присутствующий на артефакте, так и остался для него неразгаданным. Тем не менее, немало специалистов выражают скепсис относительно гипотезы о шумерских письменах на чаше, обнаруженной в боливийских Андах. Шумеры исчезли задолго до возникновения индейцев Тиуанака, между ними 2000 лет разницы. А еще 1000 километров суши и океана. При тогдашнем уровне мореплавания контакты были невозможны, поэтому ученые сомневаются, что на чаше Фуэнте-Магна действительно шумерские письмена, многие считают артефакт подделкой. А что думаете вы? Откуда мог взяться этот шумерский артефакт в Южной Америке? Пишите свои версии в комментариях. 5. Платиновая загадка латолиты. В запасниках Этнологического музея Берлина хранится уникальный артефакт – платиновая маска, созданная культурой латолита, Эквадор, в период между 800 и 200 годами до нашей эры. Этот предмет ставит в тупик современных исследователей, так как демонстрирует уровень металлургии, который, согласно официальной истории, был недостижим для цивилизации того времени. Главная сложность заключается в физических свойствах платины. В отличие от золота или серебра, которые плавятся при температуре около 1000 градусов Цельсия, платина требует нагрева до 1769 градусов Цельсия. Добиться такого жара без специализированного промышленного оборудования нового времени практически невозможно. Тем не менее, древние мастера латолиты не просто работали с этим, так сказать, тугоплавким серебром, но и создавали из него сложные ювелирные изделия. Если для плавки платины необходимы технологии, появившиеся лишь спустя 2000 лет, то что именно служило топливом и печью для мастеров латолиты? Возможно ли, что секрет кроется не в сверхмощном огне, а в утраченном знании и технологиях, способных размягчать металл до состояния глины? 6. Тайна гигантской змеи Конго. В 1959 году полковник ВВС Бельгии Реми ван Леерде стал свидетелем невероятного зрелища в небе над провинцией Катанга. Возвращаясь на авиабазу в бельгийском Конго, офицер заметил среди густых джунглей колоссальную змею, которая грелась на солнце. По оценкам полковника, длина существа достигала 15 метров, голова рептилии имела треугольные очертания и была внушительных размеров, около метра в длину и до 80 сантиметров в ширину. Спина и бока монстра отличались темно-зеленым коричневатым оттенком, в то время как брюхо было окрашено в светлый, почти белый цвет. Заинтригованный увиденным, ван Леерде приказал экипажу совершить повторный заход. В этот момент змея продемонстрировала угрожающее поведение, приподняв голову на 3 метра над землей, имитируя готовность к атаке. Несмотря на риск, полковник успел сделать снимок на бортовую камеру, прежде чем вертолет взял курс на базу. Снимок, сделанный ван Леерде, позже подвергся тщательному изучению. На оригинальной черно-белой фотографии рядом со змеей видны термитники. Используя их среднюю высоту в качестве эталона для вычисления масштаба, эксперты пришли к шокирующим выводам. Даже по самым консервативным оценкам, длина существа превышала 12 метров. Это значительно больше параметров любого официально зарегистрированного питона, чья длина редко превышает 7-8 метров. Свидетельства ван Леерде находят отклик в преданиях местных племен о загадочном существе Нгума-Манене, колоссальной змееподобной рептилии, чья маскировочная окраска позволяет ей бесследно растворяться в болотистых топях и охотиться на крупных млекопитающих у водопоев. Анализируя эти данные, зоологи выдвигают две основные теории. Согласно первой, перед нами африканский скальный питон, достигший невероятных габаритов из-за редкой генетической мутации.
Вторая же гипотеза рассматривает существо как живого реликта, прямого потомка гигантской змеи Джигантопис. Это древняя хищница, обитавшая в Африке около 40 миллионов лет назад. До открытия южноамериканской Титанобу официально считалась крупнейшей в истории, и ученые не исключают, что полная изоляция и труднодоступность бассейна реки Конго позволили этому виду сохраниться практически в неизменном виде со времен Эоцена. Эта история ставит нас перед фактом: мы знаем о поверхности Луны больше, чем о том, что скрывается под кронами джунглей собственной планеты. 7. Сенсация, которая может переписать историю. Известный археолог и бывший министр по делам древности Египта Захи Хавас официально объявил о находке, которую мир ждал десятилетия. Путь к этому открытию начался еще в 2017 году с проекта Scan Pyramids, зафиксировавшего большую пустоту в толще камня. Но настоящий прорыв случился в марте 2023 года, когда через крошечное отверстие эндоскоп впервые заглянул в скрытый коридор. Сегодня, в начале 2026 года, исследования подтвердили: за первичным проходом скрывается масштабная 30-метровая структура, упирающаяся в загадочную запечатанную дверь. Это не просто техническая пустота. Коридор имеет уникальную сводчатую форму – шеврон, предназначенную для защиты чего-то крайне важного от давления миллионов тонн известняка. По словам Хаваса, это величайшее открытие 21 века. В данный момент, в первом квартале 2026 года, ученые завершают прецизионное сканирование с помощью японских детекторов нового поколения. На апрель-май 2026 года запланирован решающий этап – запуск сверхтонкого робота-разведчика, который должен проникнуть за дверь и показать миру то, что было скрыто 4500 лет. Для научного сообщества и сторонников альтернативной истории это момент истины. Если за дверью будут обнаружены артефакты, инструменты или тексты, демонстрирующие технологии, выходящие за рамки возможностей бронзового века, нам придется признать, история человечества была совсем иной. Ожидается 3 сценария: обнаружение истинной гробницы Хеопса, нахождение зала знаний с описанием утраченных технологий, или уникальный конструкционный узел. Хавас обещает раскрыть все результаты в прямом эфире в середине 2026 года. Мы стоим на пороге величайшего разоблачения прошлого, и оно начнется уже этой весной. А как считаете вы? Что может находиться в этом коридоре? Пишите свои версии в комментариях. 8. Пирамида Хермеля – странная башня в Ливане. В Ливане, на вершине холма у города Хермель, возвышается странное сооружение. Квадратная башня с пирамидальным куполом высотой с 9-этажный дом. Издалека она кажется обычным античным памятником, украшенным сценами охоты. Однако при ближайшем рассмотрении открывается деталь, которая ставит исследователей в тупик. В основание постройки встроены гигантские блоки весом до 50 тонн. Эта архитектурная аномалия очень напоминает знаменитый Бальбек, расположенный в той же долине. Там на колоссальные мегалиты, трилитоны, греки и римляне позже водружали свои храмы из камней поменьше. В Хермеле мы видим тот же почерк. Фундамент требует технологий совсем другого уровня, чем сама башня. Как и зачем древние мастера затаскивали такие махины на крутой холм ради возведения памятника охоте или простого пограничного столба? Логичного объяснения нет. Это кажется запредельной задачей для людей того времени, использовавших лишь мускульную силу и веревки. Складывается впечатление, что нынешняя пирамида была построена на руинах гораздо более древней и мощной платформы. Вероятно, когда-то здесь находился важный технологический или навигационный объект, а спустя века новые народы просто достроили башню сверху, используя оставшиеся мегалиты. Рисунки на стенах выглядят как попытка украсить то, что уже стояло здесь тысячи лет. К сожалению, сегодня прикоснуться к этой тайне все труднее. Стены башни настолько густо исписаны современными вандалами,
что за слоями граффити практически невозможно разглядеть ни уникальную кладку, ни оригинальные древние рельефы. Башня разрушается, и настоящее назначение башни и ее гигантских камней остается тайной, которую официальная наука предпочитает обходить стороной. 9. Загадка березовского мамонта. В 1901 году на берегу якутской речки Березовка нашли останки мамонта, и находка сразу поразила ученых. Животное лежало в необычной позе, словно присело на пятую точку, с вытянутыми вперед задними ногами и слегка согнутыми передними, при этом не завалившись на бок. В зубах застыл пучок травы, а анализ содержимого желудка показал, что перед гибелью мамонт ел осоку, тимьян ползучий, горячавку, башмачок, лютик едкий и альпийский мак. Возраст великана, около 50 лет, установили по бивням. А радиоуглеродный анализ, проведенный позднее, датировал находку 44 тысячами лет назад. Официальная версия: мамонт провалился в глубокую трещину. Падение привело к переломам плечевой и тазовой костей, это могло вызвать быструю гибель. Гипотеза объясняет и траву в зубах, не успел проживать из-за болевого шока, и нетронутость содержимого желудка не успела перевариться, и необычную позу, фиксация тела в узком пространстве трещины, но есть и альтернативная, куда более спорная теория – мгновенный сдвиг полюсов. Согласно ей, мамонт мог погибнуть из-за глобального катаклизма, стремительного смещения земной оси, спровоцировавшего катастрофические подвижки коры и резкие климатические изменения, мгновенное похолодание. А какая версия кажется вам более убедительной? Случайность с падением в расщелину или глобальный катаклизм, изменивший облик планеты? Пишите, пожалуйста, в комментариях. 10. Обнаружены два новых межзвездных объекта. Ученые из Гарварда, изучая архивы НАСА, обнаружили данные о двух межзвездных объектах Синос-22 и Синос-25, которые не просто пролетели через Солнечную систему, а упали на Землю в 2022 и 2025 годах. Эти сравнительно небольшие объекты отличались высокой скоростью, указывающей на их происхождение из межзвездного пространства, что подтвердили компьютерные расчеты их траекторий. Сейчас исследователей особенно интересует возможность извлечь их обломки. По вычисленным данным, один объект покоится на дне Тихого океана у берегов Перу, другой – в Баренцевом море. Несмотря на сложность экспедиций, ученые считают такие поиски важными. Изучение вещества может дать редкую информацию о материи из других звездных систем. Интерес подогревает и предыдущий опыт. После падения похожего объекта в 2014 году с дна океана подняли микроскопические металлические шарики необычного состава. Их происхождение до конца не объяснено, поэтому исследователи надеются, что новые находки помогут приблизиться к разгадке этой загадки. Вы сейчас видите иллюстративное изображение тех самых шариков, которые достали со дна океана. Более подробно о них мы расскажем в следующем пункте. 11. Таинственные шарики со дна Тихого океана состоят на 10% из внеземного сплава. В 2014 году в Тихий океан упал метеорит, ныне известный как АЕМ-1, двигавшийся на необычно большой скорости. По мнению экспертов, это указывало на то, что он прилетел откуда-то издалека, скорее всего из-за пределов Солнечной системы. В 2023 году физик из Гарварда Ави Лаеб, известный своей увлеченностью уфологией, собрал команду исследователей, которая изучила дно в месте падения этого метеорита и обнаружила сотни крошечных шариков. Лаеб поспешно заявил, что эти шарики являются деталями инопланетного зонда и что у них очень странный состав, в том числе присутствуют в большом количестве 3 элемента: бериллий, лантан и уран. Критики отреагировали соответственно, высказавшись, что никакие это не инопланетные детали, а просто какой-то мусор, попавший на дно океана с какого-нибудь корабля. В числе скептиков были и другие ученые, в том числе такие же, как Лаеб, физики. Однако на днях Лаеб опубликовал новое исследование,
согласно которому около 10% из обнаруженных шариков содержат чужеродные элементы, не встречающиеся в нашей Солнечной системе. Исследование проводила та же команда Лаеба с ним во главе. Они изучили состав 850 найденных шариков и обнаружили в них 10% того, что назвали термином Белау – новый класс дифференцированного элементного состава. Белау содержит бериллий, лантан и уран, которые встречаются на Земле, но в шариках они присутствуют в таком виде сплава, который не встречается на нашей планете. Шарики были тщательно проанализированы в 3 лабораториях – Калифорнийский университет в Беркли, Брукер Корпорейшн и Гарвардский университет. По словам Лаеба, похоже, что эти фрагменты образовались из материала, отколовшегося от твердого объекта, похожего на камень. Но их химический состав не похож ни на один из известных материалов Солнечной системы. 12. Чемпати дель Дьявола – загадочные следы у жерла вулкана, недалеко от итальянского города Фореста в провинции Казерта. На склоне потухшего вулкана Рокаманфина находится район под названием Чемпати дель Дьявола. Буквально это название переводится как «следы дьявола». Место получило свое название из-за таинственных следов, найденных в 2001 году. Изначально их количество в грунте исчислялось несколькими десятками, но затем было найдено продолжение. На сегодняшний день известно о 81 отпечатке. Радиометрические и геологические анализы выявили точный возраст появления следов – 350 тысяч лет назад. Но самое удивительное то, что существо, оставившее их, передвигалось по еще не застывшей лаве. Глубина отпечатков – 20-25 сантиметров. Ученые рассчитали, что вес существа достигал 80-90 килограммов, но и на этом загадки не закончились. Долгое время исследователи не могли понять, ходок по лаве двигался от жерла вулкана или к жерлу. Последние эксперименты выявили, что дьявол шел к жерлу по вырывающейся лаве. Точнее, непосредственно после извержения, пока магма еще была жидкой. Отпечатки, обнаруженные учеными, принадлежат копытам, но любое известное копытное не смогло бы там пройти. Во-первых, жуткая температура. Находящееся рядом, даже в нескольких метрах, животное получило бы сильнейшие ожоги. А если учесть, что оно двигалось прямо по магме, с вероятностью 100% оно бы сгорело. Во-вторых, ни одно животное не способно приблизиться к огню. Так запрограммировано в природе. Дикие звери боятся его и никогда не побегут к нему навстречу, тем более, что масштаб при извержении вулкана колоссален. В-третьих, вблизи вулкана животному нечем дышать. Количество примесей и угарного газа зашкаливает. Исходя из этого, получается, что загадочное существо не было животным. Но кем оно было? Кто способен пройти по незастывшей лаве до самого жерла вулкана и спрыгнуть вниз? Следы однозначно указывают на то, что создание было копытным. Наука не дает ответа. Несмотря на то, что с момента открытия прошло более 23 лет, ученые не способны уверенно сказать, кто прошел вблизи вулкана Рокаманфина. Это может быть ранее неизвестное существо или животное, по какой-то причине решившее окончить жизнь. Изначально исследователи не исключали и деятельность древних людей, но сейчас отмели эту версию, очевидно, что прошедший имел копыта. 13. Аномалии в галактике Ориона, Джамбо. В начале января 2026 года астрономы, продолжая анализировать детализированные данные с телескопа Джеймс Уэбб, пришли к окончательному выводу: мы столкнулись с настоящей научной сенсацией. В туманности Ориона, на расстоянии 1350 световых лет от нас, подтверждено существование объектов Джамбо, бинарные объекты массой с Юпитер. Это газовые гиганты, которые ведут себя вопреки всем законам астрофизики. Они свободно дрейфуют в ледяной пустоте, не привязанные ни к одной звезде, причем делают это парами. Зафиксировано более 40 таких дуэтов, которые словно связаны невидимой нитью.
Появление этих пар в ледяном вакууме выглядит так, будто кто-то специально расставил их в пустоте. Исследования последних месяцев подтверждают, ни один известный механизм не способен заставить планеты-сироты летать парами, не разлетаясь в разные стороны. Это открытие, как сбой в матрице. Никто не знает, как эти гиганты удерживаются вместе. Сейчас Орион – это место невозможного, которое показывает, все, что мы считали законами астрофизики, на деле может оказаться лишь нашими догадками. Как вы считаете, это естественная аномалия или мы столкнулись с чем-то, что было создано искусственно? 14. Загадка невозможного сигнала GPMJ 1839-10. В начале 2026 года в центре внимания оказался таинственный объект GPMJ 1839-10, затерянный в созвездии Щита на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Представьте себе невидимый космический фонарь, который включается строго каждые 22 минуты. Светит ровно 5 минут и снова гаснет. Самое поразительное, что по всем законам науки этого не должно происходить. Ученые считают, что это мертвая звезда, но она вращается настолько медленно, что у нее не должно хватать энергии для таких вспышек. Это все равно, что обнаружить работающий электроприбор, который никуда не включен. Явление, которое ранее никогда не встречалось в природе Вселенной. Мистики добавляет тот факт, что этот сигнал вовсе не новинка. Когда астрономы изучили старые записи радиотелескопов, они обнаружили, что объект, так сказать, стучит в космосе как минимум с 1988 года. Больше 35 лет он работает как швейцарские часы. За десятилетия его ритм не сбился ни на мгновение. В космосе объекты обычно со временем замедляются или меняют яркость, но этот источник демонстрирует пугающее постоянство, которое невозможно объяснить естественными причинами. Особое недоумение у ученых вызывает именно этот 22-минутный интервал. Обычно подобные звезды-маяки вращаются очень быстро, совершая обороты за доли секунды. Именно эта скорость дает энергию для сигнала. Ритм в 22 минуты для космоса считается черепашьим. На такой скорости внутреннее энергетическое ядро звезды должно было давно погаснуть. Более того, объект не просто мигает, а держит сигнал целых 5 минут, что требует колоссальных ресурсов. Такая точность и упорство больше напоминают работу автоматического устройства или навигационного буя, чем хаотичный природный объект, из-за чего версия об искусственном происхождении сигнала обсуждается даже в серьезных научных кругах. Пока ученые спорят, может ли это быть какой-то неизвестный нам вид намагниченной звезды, уфологи во всем мире продолжают искать доказательства того, что это техносигнатура. Если природа не может объяснить, как мертвая звезда продолжает подавать знаки десятилетиями, версия о внеземном маяке уже не кажется просто сказкой. Этот объект остается одной из самых больших тайн космоса, которую нам еще только предстоит разгадать. 15. В ледяной пещере обнаружили древнюю инфекцию, устойчивую ко всем антибиотикам. В Румынии, в горном массиве Апусени, ученые исследовали необычное место – пещеру Скоришоара. Внутри нее находится огромный подземный ледник, который не тает тысячи лет. Команда микробиологов из Института биологии Бухареста под руководством Кристины Пуркаре решила изучить, какие микроорганизмы сохранились в этой толще льда. Ученые пробурили скважину и достали ледяной керн длиной 25 метров. Образцы из самых глубоких слоев этого льда замерзли еще 5000 лет назад. В лаборатории из извлеченного льда выделили бактерию, которую назвали Cycrobacter SC65A3. Исследователи решили проверить, боится ли она современных лекарств, и результат их серьезно озадачил. Бактерию попытались уничтожить 28 разными антибиотиками, которые врачи используют сегодня для лечения тяжелых болезней, включая туберкулез,
и заражения крови. Оказалось, что древний микроорганизм абсолютно невосприимчив к ним и выживает даже под воздействием препаратов, которые человечество создало совсем недавно. Когда ученые изучили ДНК этой бактерии, они нашли в ней более 100 генов, которые отвечают за защиту от лекарств. Еще 600 участков генома вообще не удалось опознать. Наука пока не знает, за что они отвечают и на что способны. Но есть и хорошая новость. Выяснилось, что этот штамм сам вырабатывает особые природные соединения, которые подавляют вредные грибки и вирусы. В естественной среде бактерия использует эти вещества, чтобы побеждать в борьбе с другими микробами. Это открытие может стать ключом как к гибели, так и к спасению миллионов людей. Главный риск заключается в том, что если эти древние гены передадутся современным болезням в наших больницах, лечить людей станет нечем, обычные инфекции превратятся в смертельные. С другой стороны, если ученые смогут выделить и синтезировать из этой бактерии вещества, которыми она убивает вирусы, медицина получит сверхмощные лекарства нового поколения. 16. Жизнь на Земле, случайность или космическое наследие. Вопрос о происхождении жизни на Земле остается одним из самых интригующих в науке. Возраст нашей планеты оценивается в 4,5 миллиарда лет. В самом начале это был раскаленный шар, покрытый океаном магмы и непрерывно подвергавшийся бомбардировкам астероидами. Со временем поверхность остыла, сформировалась кора, а над ней сомкнулись воды первичного океана. По самой популярной версии ученых, именно в этом кипящем котле, например, в жерлах подводных гидротермальных источников, и могла зародиться жизнь. Теория абиогенеза предполагает, что первые живые системы возникли естественным путем из неорганических соединений. Находки окаменелостей возрастом до 3,77 миллиарда лет и анализ углерода в цирконах 4,1 миллиарда лет подтверждают, биологическая история Земли началась удивительно рано. Однако механизм перехода от химических реакций к самовоспроизводящимся системам по-прежнему остается загадкой. Серьезные сомнения в классическом сценарии абиогенеза связаны с нестабильностью ключевых биомолекул. Биолог Роберт Эндрос из Имперского колледжа Лондона показал, что многие соединения, необходимые для построения клеток, разрушаются слишком быстро. Его математические модели демонстрируют, что случайное возникновение работающей биологической системы из первичного бульона могло занять больше времени, чем существует сама планета. Это побуждает ученых рассматривать и альтернативные гипотезы, в том числе предложенную Нобелевским лауреатом Фрэнсисом Криком, первооткрывателем структуры ДНК, гипотезу направленной панспермии. Согласно ей, цивилизация, стоявшая на грани уничтожения из-за глобальной катастрофы, взрыва звезды, столкновения с астероидом или деградации экосистемы, могла попытаться сохранить свое генетическое наследие, рассеяв простейшие формы жизни по другим мирам. Крик, глубоко понимавший сложность генетического кода, считал спонтанное возникновение таких систем маловероятным. В их модели микроорганизмы отправлялись в защищенных капсулах, способных выдержать межзвездные путешествия и активизироваться лишь в благоприятных условиях. Хотя гипотеза остается спекулятивной, сам факт ее выдвижения одним из величайших биологов XX века показывает, что нужно рассматривать даже самые неожиданные сценарии. Любопытная ирония. Сегодня человечество само задумывается о терраформировании Марса и отправке микроорганизмов к далеким экзопланетам. Мы, по сути, готовимся стать теми самыми посевателями из гипотезы Крика. Представьте, через миллиарды лет на какой-нибудь экзопланете археологи новой цивилизации раскопают капсулу с земными бактериями. Они будут изучать ее, строить теории, спорить о божественном вмешательстве или естественном зарождении и даже не догадаются, что все началось с простого научного эксперимента землян. Может быть, именно так все и было, и мы сами стали частью чьего-то древнего плана. А как думаете вы? Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.
17. Загадка Виракочи, белый бог, погубивший империю Солнца. В святейшем храме Кариканча, Мексика, когда-то высилось изваяние, ставшее главной загадкой не только для первых колонизаторов Америки, но и для современных исследователей. Это была величественная статуя Виракочи, выполненная из светлого камня, который в летописях часто называли белым мрамором. Облик божества радикально отличался от внешности местных жителей. Согласно хроникам иезуитов, божество имело густую бороду, высокий рост и было облачено в длинную тунику. В глазах испанцев он был настолько похож на святого апостола Варфоломея или Фому, что это породило теорию о визите христианских святых в Новый Свет за сотни лет до Колумба. Для самих инков Виракочи был Кон-Тики великим творцом и морским князем. Легенды гласят, что он возник из вод озера Титикака, сотворил небесные светила и высек первых людей из камня. В отличие от грозных богов войны, которых часто представляли в виде свирепых зверей, ягуаров или змей, Виракочи был явлен в человеческом облике. Он странствовал среди племен как мудрый учитель, обучая их медицине, земледелию и законам этики. Завершив свою миссию, он ушел на запад по волнам Тихого океана, пообещав вернуться в час великой нужды. Происхождение этого образа до сих пор остается неразгаданной тайной. Был ли Виракочи реальным гостем из неведомых земель, или же этот облик – наследие некой исчезнувшей цивилизации, передавшей древним перуанцам свои знания? Именно это обещание вернуться превратилось для индейцев в роковую ловушку. Когда в 1532 году на горизонте показались странные корабли, инки испытали не столько страх, сколько священный трепет. В их глазах сверкающие доспехи конкистадоров и их длинные бороды были не признаками чужеземных захватчиков, а неоспоримыми атрибутами вернувшегося бога и его свиты. Дело в том, что у инков из-за генетических особенностей практически не растет борода и щетина на лице, поэтому бородатый облик Виракочи всегда считался признаком его иномирного, божественного происхождения. Мистическая вера парализовала волю народа. Император Атауальпа, считая Писара посланником Творца, запретил армии нападать на чужеземцев, желая принять их с почестями, что в итоге и погубило империю инков. Судьба самого изваяния после захвата Куско оказалась не менее трагична. Конкистадоры первым делом принялись за очистку Кариканча. Все золотые пластины, украшавшие стены вокруг статуи, были сорваны и переплавлены. Сама мраморная фигура Виракочи, скорее всего, была разбита. Испанцы испытывали к ней двойственные чувства. С одной стороны, они видели в ней дьявольскую подделку под христианство, с другой – опасный символ единства инков. На месте разрушенного храма доминиканцы возвели собор святого Доминика. Камни святилища и обломки самой статуи пошли в основание новой церкви, оставив многие вопросы истории без ответов. 18. Тобольский путешественник во времени – миф или реальность? Многие слышали о Тобольском путешественнике во времени, и эта история уже давно стала одной из самых обсуждаемых городских легенд. Все началось в конце августа 1897 года, когда на одной из улиц Тобольска полиция задержала подозрительного мужчину. Выглядел он, мягко говоря, странно, одежда непривычного покроя и какая-то растерянность в глазах. Когда его привели в участок и начали допрашивать, дежурный офицер наверняка решил, что перед ним сумасшедший. Задержанный представился Сергеем Дмитриевичем Крапивиным. Он спокойно сообщил, что родился 14 апреля 1965 года в Ангарске и работает оператором ПВМ. Для жандармов XIX века эти слова звучали как полная околесица. Города Ангарска тогда не существовало, его основали только в 1948 году, а аббревиатура ПВМ была похожа на какое-то алхимическое заклинание. Крапивин пытался объяснить, что это электронная машина для вычислений, но в эпоху керосиновых ламп его объяснения только добавили подозрений.
Самое интригующее в этой истории не сам допрос, а то, что случилось после. По легенде, мужчину заперли в камере, чтобы утром отправить в лечебницу, но на рассвете помещение оказалось пустым. Замки были целы, решетки на месте, а человек просто испарился. Говорят, что в архивах Тобольска до сих пор хранится то самое дело номер 2173, где подшиты показания свидетелей и даже опись вещей гостей из будущего. Якобы там упоминались бумажный рабочий пропуск в красной обложке с гербом СССР, несколько советских монет 1960-х годов и металлический значок «Ударник пятилетки». Полиция того времени не могла понять, откуда на документах взялись символы, которых еще не существовало в геральдике, и как на монетах чеканки конца XIX века могут стоять даты из следующего столетия. Сейчас многие уверены, это красивая выдумка, появившаяся в 80-х годах прошлого века на волне моды на все аномальное. На это указывают и специфические слова вроде «оператор ПВМ», которые были в ходу именно у советских инженеров. Тем не менее, легенда так плотно срослась с историей Тобольска, что многие туристы и исследователи до сих пор пытаются найти следы этой папки на архивных полках. Ведь всем нам хочется верить, что где-то в старых протоколах действительно есть доказательства того, что время – это не прямая линия, а запутанный лабиринт. 19. Почему мифы разных континентов написаны под копирку? Сходство мифологических сюжетов у народов, разделенных океанами, одна из самых интригующих загадок истории. Особенно поражает сюжет о Великом потопе, где события описываются настолько идентично, будто авторы следовали единому протоколу. Везде фигурирует внезапное изменение климата, гигантские волны и божественное предупреждение избранному герою. В месопотамском эпосе о Гильгамеше Утнапиштим строит сложный многопалубный ковчег. Библейский Ной возводит судно по точным чертежам из дерева гофер. А в преданиях индейцев Южной Америки и Китая фигурируют герметичные капсулы, собиравшие семена жизни. Совпадают даже мелкие подробности. Выпуск 3 птиц-разведчиков для поиска суши описывается и в Библии, и в шумерских табличках, и в легендах Чероки. Это наводит на мысль, что древние авторы фиксировали реальные события планетарного масштаба. Официальная академическая наука объясняет эти совпадения прагматично, используя теорию диффузионизма. Историки указывают, что большинство цивилизаций зародилось в долинах великих рек Нила, Инда, Тигра и Ефрата, где сезонные разливы были повседневной реальностью, что и породило мифы о Великой воде. Сходство сюжетов списывается на активную торговлю и миграции. Идеи и легенды путешествовали с караванами, адаптируясь под местный колорит. С точки зрения психологии, как отмечал Карл Юнг, это объясняется коллективным бессознательным, врожденными архетипами психики, которые заставляют людей в разных концах света одинаково олицетворять гром, небесный гнев или сотворение мира из первичного хаоса. Однако, когда совпадения касаются специфических чисел, астрономических циклов и поразительных технических подробностей, версия о простом совпадении кажется недостаточной. Описание индийских виманов, способных летать в космосе, египетских солнечных ладей и сверкающих щитов северных народов, которые передвигались без весел и испаряли горы лучами света, больше напоминают отчеты о применении технологий, чем сказки. В этой логике боги – не плод фантазии, а реальные внешние силы. Это могли быть либо представители предыдущей земной сверхцивилизации, погибшие в глобальном катаклизме, либо пришельцы извне, обладавшие единым научным знанием. Древние тексты в таком случае являются зашифрованным наследством, попыткой учителей сохранить крупицы инженерной и астрономической мысли для человечества, которая после глобальных катастрофических событий была отброшена в каменный век и вынуждена начинать свою историю с чистого листа под присмотром высшего разума. 20. Загадочное кольцо Эбуции. История и символика. В 2001 году археологи совершили удивительное открытие в окрестностях Рима – кольцо Эбуции.
В ходе раскопок была обнаружена неразграбленная семейная усыпальница с 2 мраморными саркофагами. Ученые датировали ее началом II века нашей эры. В усыпальнице были захоронены 18-летний знатный римский юноша Тит Корвилий Гемелий и его мать благородная Матрона Ибуция Кварта из рода Сергиев. Семейная усыпальница. Ученые установили, что Тит Корвилий Гемелий был знатным римским юношей, а его мать происходила из очень богатой и знатной семьи. Ее отец был губернатором Африки. Молодой человек умер первым, и мать тяжело переживала его смерть, оставив полное боли послание на его саркофаге. Когда ученые прочитали надписи на саркофагах, стало ясно, что в могиле похоронены представители знатного римского рода. Это подтверждает важность и значимость их персон в обществе того времени. Усыпальница с 2 саркофагами свидетельствует о высоком социальном статусе семьи и их стремлении сохранить память о близких. Кольцо Ибуции – уникальная находка. Самой интересной находкой в усыпальнице оказалось кольцо из золота с горным хрусталем потрясающей чистоты. Безутешная мать заказала это кольцо, причем ювелир из золота сделал лицо юноши, а сверху укрыл идеально прозрачным кристаллом горного хрусталя. Получился интересный голографический эффект, при котором границы изображения размыты и теряются в темноте, благодаря чему кажется, что сквозь окошко оправы на нас смотрит живой человек. Кольцо стало символом вечной памяти и любви матери к своему сыну. Оно было надето на палец Ибуции Кварты, когда археологи вскрыли захоронение. Это свидетельствует о том, что кольцо имело для нее огромное значение и было неотъемлемой частью ее жизни даже после смерти. Символика и значение кольца. Кольцо с изображением лица юноши стало не только украшением, но и своеобразным талисманом, который хранил память о дорогом человеке. Голографический эффект, создаваемый горным хрусталем, придавал кольцу особую мистическую атмосферу. Оно словно оживало в темноте, напоминая о том, что жизнь продолжается даже после смерти. Такие изделия были не просто ювелирными украшениями, но и отражали глубокие культурные и религиозные представления того времени. В Древнем Риме ювелирные изделия часто имели символическое значение, связанное с религиозными культами, мифологией и семейными традициями. Исторические параллели. В истории человечества можно найти множество примеров, когда ювелирные изделия использовались для сохранения памяти о близких. Например, в некоторых культурах существовали традиции создания посмертных масок, которые затем использовались для изготовления ювелирных украшений. Эти маски служили не только для сохранения облика умершего, но и для передачи его образа будущим поколениям. Кольцо Ибуции Кварты является ярким примером того, как ювелирное изделие может стать символом вечной памяти и любви. Оно напоминает о том, что даже после смерти человек может оставаться в сердцах своих близких и потомков. Открытие семейной усыпальницы в окрестностях Рима стало не только важным событием для археологов, но и напоминанием о том, как много мы можем узнать о прошлом, изучая древние артефакты. Кольцо Ибуции Кварты – это не просто ювелирное изделие. Это символ вечной памяти и любви, который продолжает волновать и удивлять нас. История кольца Ибуции напоминает о том, как важны семейные ценности и память о близких. Она также подчеркивает роль искусства и культуры в сохранении этой памяти. Ювелирные изделия, такие как кольцо Ибуции, являются не только произведениями искусства, но и важными историческими артефактами, которые помогают нам лучше понять прошлое и сохранить его для будущих поколений. 21. Лес легенд Кеннок Чейз. Лес Кеннок Чейз, известный местным жителям просто как Чейз, раскинулся в Стаффордшире, к северу от Бирмингема в Британии. Эта территория восхитительной природной красоты. Но у этого леса есть и другая, темная сторона. Многие верят, что он служит вратами в иной мир, сквозь которые его сверхъестественные обитатели свободно путешествуют.
Этот бывший королевский лес сформировался еще в эпоху Триасового периода. Его ландшафт представляет собой причудливую смесь лиственных рощ, хвойных посадок, вересковых пустошей и небольших озер. Здесь же можно найти следы древних промыслов, например, угледобычи. Кеннок-Чейз популярен среди любителей горных велосипедов и пеших походов. Лес также прекрасно подходит для семейного отдыха. Здесь есть большая детская площадка, несколько зон для пикника и деревянные фигуры. Для неспешных прогулок проложено множество размеченных и диких троп. На северо-восточной окраине леса находится Шагбора-Холл, родовое поместье графов Личфилд. Это место известно своими привидениями. Леди Харриет, умершая при родах, до сих пор бродит по залам. А на кухнях, говорят, появляется призрак бывшей экономки. Сотрудники утверждают, что часто слышат шорох ее юбок и видят ее силуэт в окнах. На южной границе леса лежат руины Касл-Ринг, древнего форта Железного века, построенного на высоте 242 метра. Это самая высокая точка Кеннок-Чейз. В лесу есть несколько военных мемориалов. Один из них посвящен жертвам Катынского расстрела. В 1940-х в Катынском лесу западнее Смоленска были казнены тысячи польских граждан. Этот мемориал был открыт Стефаном Станишевским, чей отец, судья Верховного суда, погиб во время этой трагедии. Катынский мемориал расположен в Сосновом Бору между поселками Гнездово и Катынь. Его аналоги установили здесь потому, что Кеннок-Чейз напоминает Катынский лес. Кроме того, Чейз тесно связан с обеими мировыми войнами. На его территории также находятся военные кладбища. Зловещее место. В конце 60-х годов лес получил мрачную известность, когда здесь были совершены жестокие убийства. Убийства в Кеннок-Чейз, также известные как убийства на трассе А34, мгновенно стали главной новостью. Преступления были совершены в период с 1965 по 1967 год. Мужчину по имени Реймонд Лесли Моррис арестовали в 1968 году при попытке похитить четвертую жертву. Его связывали по крайней мере с одним из 3 убийств, и он был приговорен к пожизненному заключению. Монстр Кеннок-Чейз умер в тюрьме в 2014 году в возрасте 84 лет, отбыв 45 лет заключения. Ходят слухи, что Чейз является порталом. Здесь видели сверхъестественных существ, таких как оборотни, демонические черные псы НЛО, гигантские кошки и даже Бигфут. В 40-х годах здесь заметили жуткого человека-свинью, а несколько человек сообщали о встречах с черноглазой девочкой. Люди утверждают, что слышат детский крик, а когда бросаются на помощь, то видят девочку лет 10. Она кажется совершенно обычной. Говорят, что ребенок прикрывает глаза руками, но когда убирает ладони, ее глаза оказываются полностью черными. Затем она хихикает и исчезает. Черноглазую девочку видели на протяжении 30 лет. Возле городища Железного века Касл-Ринг один мужчина увидел фигуру, похожую на Слендермена. Когда высокая темная фигура стала приближаться, он в ужасе бежал. Позже он утверждал, что у незнакомца было длинное викторианское пальто, красные глаза и рот, полный острых зубов, похожих на бритвы. Касл-Ринг имеет зловещую репутацию. Когда-то здесь жило кельтское племя. Считается, что они проводили на этом холме жуткие ритуалы и кровавые жертвоприношения. В Кеннок-Чейз обитают и классические призраки. Здесь видят солдат, бегущих сквозь чащу, особенно возле военных кладбищ. Несколько раз замечали призрак первого маркиза Англси, для которого этот лес был любимым местом охоты. Другой часто встречаемый призрак – старик с тростью в широкополой шляпе. Также сообщали о растрепанной женщине, призрачном парашютисте и фантомном велосипедисте. Еще один призрак – молодой монах, который кажется заблудившимся в лесу. Поэтому, даже прогуливаясь по залитым солнечным светом лесным тропам, стоит оглядываться.
Ведь именно в это мгновение за спиной может оказаться призрачная тень жителя иного мира. 22. Таверна погонщиков – шотландский приют для путников и призраков. На севере живописного озера Лох-Ломонд в Шотландии находится таверна Дроверс Инн, основанная в 1705 году. Она до сих пор остается популярным пабом и отелем, где хвалят кухню и где каждые выходные звучит живая музыка. Однако гости, решившиеся здесь заночевать, рискуют провести бессонную ночь. Ведь таверна погонщиков или гуртовщиков слывет самым посещаемым призраками пабом во всей Шотландии. История этого места уходит корнями в начало XVIII века, когда таверну построили для пастухов, перегонявших свой скот вдоль берегов Лох-Ломонда на рынке. Среди ее знаменитых постояльцев был и шотландский народный герой Роб Рой Макгрегор, остановившийся здесь в 1716 году. Столь почтенный возраст не мог не оставить после себя шлейф из легенд и мистических историй. Говорят, что в номере 2 обитает целая семья. Зимой 1792 года одно семейство, изгнанное с родной земли, в метель свернуло не туда и замерзло насмерть, так и не дойдя до спасительного приюта. С тех пор их призраки, включая мальчика, радостно машущего гостям, будто бы являются постояльцем. В номере 6 видят загадочные танцующие огоньки, природа которых остается необъяснимой. А еще там является призрак маленькой девочки, утонувшей когда-то в реке позади таверны. Говорят, она так любит детей, что может появиться на фотографиях с детских праздников. Самая же мрачная легенда повествует о скотоводе по имени Ангус. 300 лет назад он был жестоко убит членами враждебного клана и нашел свой покой на старом дереве позади таверны. С тех пор его непрекаянный дух с криками и стонами ищет своих обидчиков по окрестностям Дроверс Инн. Несмотря на столь богатую паранормальную историю, таверна и сегодня популярна среди путешественников и любителей пеших маршрутов, включая знаменитую западную высокогорную тропу. Это место идеально подходит для того, чтобы перевести дух после долгой дороги. Если, конечно, гостям не страшно делить кров с вечными постояльцами из мира теней. 23. Тропа дьявола. Научные факты и леденящие душу легенды о загадочном месте Северной Каролины. На окраине Сайлер-Сити в Северной Каролине, в глубине леса, есть абсолютно голая земля. Это круг диаметром около 12 метров, где не растет ничего, кроме нескольких жалких травинок. Согласно легенде, в определенные ночи дьявол поднимается из огненной бездны ада и является в это место, где и начинает вышагивать по кругу, испепеляя любую жизнь, что осмелится здесь прорасти. За долгие годы так называемая земля, или тропа дьявола, обросла множеством жутких историй, которые так любят рассказывать у костра. Истории о бесплодном кольце хорошо известны местным жителям. Говорят, что предметы, оставленные внутри круга на ночь, к утру бесследно исчезают. Собаки начинают выть, если их подвести к этому месту, а с теми, кто осмелится провести здесь ночь, случаются странные вещи. Однажды группа бойскаутов уснула внутри круга, а проснулась уже за несколько километров от него, не в силах объяснить произошедшее. Других, кто пытался бодрствовать, неведомый ласковый голос непостижимым образом усыплял. Многие также сообщали о таинственных тенях, наблюдающих за ними с опушки леса и других подобных леденящих душу происшествиях. Некоторые полагают, что это место было древним ритуальным центром коренных американцев, а голую землю протоптали их танцоры во время церемоний. Другие утверждают, что здесь когда-то стояла мельница, и лошади, ходившие по кругу, своим шагом создали этот безжизненный участок. Третьи говорят, что здесь приземлился НЛО, или ведьмы когда-то использовали этот круг для магических практик. Дьявольская тропа продолжает хранить свою тайну, бросая вызов и суевериям, и научным изысканиям.
Первые письменные упоминания о так называемой «отравленной земле» относятся еще к XVIII веку, а в документах 1852 года участок характеризуется как бесполезный, пока одни объясняют его аномальную природу потусторонними силами, другие ищут разгадку в неочевидных природных и геологических феноменах. В разных источниках можно встретить рассказы о необъяснимых явлениях, сбоях в работе компасов и доносящихся из ниоткуда странных звуках. Бытует и мнение, что этот круг – не что иное, как портал, связывающий мир живых и мир мертвых. А возможно, всему виной просто крайне бедная питательными веществами почва, непригодная для роста чего-либо. Согласно отчету ученых, тропа дьявола расположена в районе с плоским рельефом, плохим дренажем и кислыми почвами, что объясняется древней вулканической активностью. Светлая почва здесь, вероятно, имеет вулканическое происхождение и образовалась из пепла, выброшенного соседним вулканом, например, горой Бек, что находится к западу от этого места. Валуны рhyolita вулканической породы также встречаются рядом с тропой дьявола, а склоны горы Бек покрыты рhyolitом, вулканическим стеклом и другими пирокластическими породами. Единственные растения, которые здесь выживают, это те, что приспособились к экстремально кислой почве и резким перепадам влажности, от засушливого лета до подтопления зимой. Когда-то этот регион покрывали лиственные леса, позднее вырубленные и замененные сосновыми посадками, хотя отдельные лиственные деревья еще сохранились в естественных уголках. Есть свидетельства, что старый лес выгорал, и исследователи полагают, что огонь, возможно, был необходим для поддержания этого открытого, кустарникового состояния природного сообщества. Одна из версий гласит, что земля дьявола была ничем иным, как смолокуренной ямой, где сосновые поленья медленно тлели под слоем земли, чтобы выделить деготь. Его использовали как консервант для древесины и герметик в строительстве, а также при производстве мыла, крема для обуви, смазочных материалов, линолеума и для лечения кожных болезней. В колониальную эпоху Северная Каролина была главным производителем дегтя для британского Королевского флота, которому требовалось оснащать и содержать огромное количество кораблей. Деготь применяли для пропитки канатов, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Им же смолили корпуса судов. Скипидар, получаемый из той же сосновой смолы, шел на изготовление масляных красок для кораблей и зданий. К 1770 годам Северная Каролина производила 70% всего экспортируемого дегтя и 50% скипидара среди колоний. Это в итоге подарило штату прозвище «штат дегтярников», отсылающее к вязкой смоле, что налипало на каблуки сапог рабочих. Производство дегтя процветало вплоть до 1940-х годов, когда его применение в судостроении сошло на нет, а запасы сосен истощились. Сегодня земли вокруг тропы дьявола находятся в частной собственности, а растущие здесь сосны относительно молоды. Старых сосновых лесов, что когда-то прославили этот край, уже давно нет. 24. Тайна 8 крошечных гробов трона Артура. В Национальном музее Шотландии в Эдинбурге хранится набор из 8 миниатюрных деревянных гробов, отделанных железом. В каждом покоится маленькая фигурка с нарисованным лицом, одетая в аккуратно сшитую и приклеенную одежду. С момента их обнаружения группой мальчишек в одной из пещер июньским днем 1836 года эти куклы остаются источником жгучего любопытства и неразгаданной тайны. Ребята целый день охотились на кроликов на склонах скалистого холма Трон Артура, когда их внимание привлекла небольшая расщелина, скрытая за плитой сланца. Отодвинув камень, они обнаружили внутри 17 маленьких гробиков длиной едва ли 10 сантиметров, аккуратно уложенных в 3 слоя. Эта находка была столь любопытной, что попала на страницы газеты The Scotsman от 16 июля 1836 года. В заметке сообщалось, что гробики были искусно вырезаны из цельного куска дерева,
а их крышки густо украшены узорами из кусочков жести. Страннее всего были следы времени, нижний ряд гробов и фигурок почти истлел, а верхний выглядел так, будто его поместили в пещеру всего несколько дней назад. Первой и самой очевидной версией для шотландцев того времени стало колдовство. Эдинбург имеет мрачную историю процессов над ведьмами. Однако вскоре появились и другие предположения. От древнего саксонского обряда символических похорон до связи с 17 жертвами похитителей тел Бёрка и Хэра. Это серия из 17 убийств, совершенных в Эдинбурге ирландскими иммигрантами и похитителями тел Уильямом Бёрком и Уильямом Хэром и получившая название Уэстпортские убийства. Хотя все куклы были одеты в мужскую одежду, а жертвы преступников в основном женщины. Но, возможно, эти фигуры были просто символами. В 80-х появилась еще одна версия происхождения. В Германии существует суеверие, связанное с мореплаванием. Моряки в качестве талисманов хранили корни мандрагоры или куклы в крошечных гробиках. Поэтому один исследователь предположил, что гробики – это клад талисманов на удачу. Он считал, что их спрятал на склоне холма торговец, чтобы продать морякам. Использование амулетов сохранялось в Шотландии вплоть до XIX века. Однако никаких свидетельств этой конкретной морской традиции в Шотландии обнаружено не было. Тщательное исследование 1994 года показало, что фигурки, вероятно, были переделаны из игрушечных солдатиков конца XVIII века, некоторым даже отпилили руки, чтобы уложить в гробы. Их глаза были нарисованы открытыми, что исключает изначальный замысел изобразить покойников. Из 17 оригинальных гробов сохранились лишь 8. Остальные, как писала та же газета, мальчишки разбросали или повредили во время игры. Эта загадка продолжает будоражить умы, но, вероятно, она никогда не будет разгадана. 25. Лунная гонка 2.0, причем тут 3i Atlas. В 2026 году космические агентства разных стран могут установить рекорд по количеству запланированных лунных миссий. Создается впечатление, что человечество внезапно вновь сосредоточило внимание на Луне и начало новую гонку за ее освоение. Официально эту активность объясняют необходимостью добычи редких ресурсов, созданием лунной инфраструктуры и стремлением подтвердить технологическое лидерство. Однако ряд исследователей и наблюдателей указывает на примечательное совпадение. Активизация лунных программ началась вскоре после редкого астрономического события, за которым следили ученые по всему миру. Как сообщают СМИ, уфологи связали возобновление интереса к Луне с недавним пролетом межзвездного объекта 3i Atlas, который, пролетя мимо Земли, привлек внимание астрономов своей необычной траекторией и характеристиками. По их версии, объект, который официальная наука классифицирует как обычную комету, мог иметь искусственное происхождение или выполнять функцию своеобразного курьера. Предполагается, что он мог доставить в Солнечную систему некий внеземной артефакт и оставить его на поверхности Луны, наиболее подходящего объекта в окрестностях Земли. Сторонники этой гипотезы считают, что ведущие космические державы могут располагать закрытой информацией о возможной миссии 3i Atlas. Именно этим они объясняют резкое ускорение подготовки лунных программ и перераспределение ресурсов космической промышленности. По мнению уфологов, 2026 год может быть единственным благоприятным астрономическим окном для обнаружения и изучения предполагаемого артефакта. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы.
Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Тайна, скрытая среди льдов. Антарктида остается самым малоизученным континентом Земли, где под многометровыми толщами льда скрываются загадки, десятилетиями будоражащие воображение исследователей. Одной из главных тайн является озеро Восток, крупнейшее подледное озеро региона площадью почти 16 тысяч квадратных километров и глубиной более 1200 метров. Скрытое под 4-километровым ледяным щитом, оно было полностью изолировано от земной атмосферы на протяжении десятков миллионов лет. Несмотря на то, что температура воды в нем составляет около -3 градусов Цельсия, она не замерзает из-за колоссального давления. Процесс освоения этого объекта стал настоящим научным подвигом. Совместная экспедиция СССР, США и Франции начала бурение еще в 1989 году, но достичь поверхности воды российским ученым удалось лишь в 2012 году. Пробы льда, намерзшего на бур, преподнесли сюрприз. В них обнаружили неизвестные ранее типы бактерий. Оказалось, что в озере существуют термофильные микроорганизмы, которые живут за счет тепла мощных геотермальных источников на дне. Благодаря им температура в придонных слоях достигает +10 градусов Цельсия, что создает уникальные условия для жизни в полной изоляции. Помимо биологических открытий, лед над озером служит бесценным архивом климатической истории планеты. Изучая пузырьки воздуха, застывшие в нем за последние 500 000 лет, ученые читают летопись Земли как древнюю рукопись. Это позволяет точно проследить эпохи оледенения, изменения уровня углекислого газа и причины глобальных потеплений. Каждое новое исследование озера Восток не только приближает нас к разгадке тайн этого древнего водного мира, но и помогает лучше понять механизмы развития жизни и климата на нашей планете. 27. Загадка фигурок майя со странным нечеловеческим носом. Когда в 1952 году археологи вскрыли гробницу правителя майя Пакаля в храме надписей, они обнаружили там много любопытного, в том числе красивую погребальную маску Пакаля, сделанную из зеленого обсидиана. На этой маске сразу замечен необычный нос. Он начинается не в переносице, не между глаз, а высоко на лбу. Там же в храме надписей были найдены другие маски и каменные головы с изображением того же Пакаля в разном возрасте. И везде тоже был тщательно вытесан тот же странный длинный нос, идущий практически от вершины лба. Этот необычный нос с тех пор является предметом множества дискуссий. Он встречается не только на изображениях Пакаля, а на многих фигурках майя с изображением воинов, ремесленников или обычных людей. Помимо паленки, эта деталь в основном встречается в фигурках, которые клали в могилу майя на острове Джайна, где насчитывается около 20 тысяч могил. Это можно было бы принять просто за особенность скульптуры майя, легкое преувеличение или даже плохое знание анатомии. Вот только наряду со сверхдлинными носами существует полным-полно статуэток майя с самыми обычными человеческими носами. То есть они прекрасно знали, как следует правильно изображать человеческий нос. Тогда в чем же был смысл сверхдлинных носов? Сторонники теории палеоконтактов предполагают, что, возможно, в глубокой древности у майя, или скорее у тех народов, которые им предшествовали, в самом деле были такие носы наряду с вытянутыми черепами.
Это якобы было побочным эффектом генетической селекции, когда пришельцы экспериментировали с, так сказать, породами людей. Через множество поколений эти дефекты постепенно исчезли, но в память о том, что так выглядели те, кто был приближен к богам, у майя осталось. Вот они и старались выделить сверхдлинный нос на портретах правителей, а также искусственно вытягивать черепа у своих младенцев. 28. Башня Дьявола – геологическое образование или окаменевшее дерево-исполин. Башня Дьявола в штате Вайоминг, США, представляет собой одну из самых интригующих геологических загадок, чей облик поразительно напоминает колоссальный древесный пень. Ее плоская вершина и почти идеально вертикальные стены, испещренные глубокими бороздами, создают полную иллюзию того, что перед зрителем находится остаток древнего исполинского растения. Шестигранные каменные колонны, из которых сложена скала, выглядят как окаменевшие волокна древесины, уходящие глубоко в землю, что заставляет воображение рисовать картины мифических лесов прошлого. Сходство с пнем усиливается благодаря характерному расширению у основания, которое визуально напоминает мощную корневую систему, вросшую в почву. Масштабы сооружения настолько велики, а формы настолько геометрически правильны, что многим трудно поверить в его чисто природное происхождение. Окружающий ландшафт только подчеркивает эту аномалию. Одинокий монолит возвышается над равниной так обособленно, будто когда-то он действительно был частью живой природы, достигшей небес, а затем срезанной неведомой силой. В массовой культуре и интернет-легендах эта визуальная схожесть породила множество теорий о Кремниевой эре, где гигантские деревья составляли основу биосферы. И хотя официальная наука объясняет структуру башни Дьявола остыванием магматического расплава, неоспоримым остается факт: при взгляде на это образование невозможно отделаться от ощущения, что смотришь на самый большой пень в истории планеты. Камень, который притворяется пнем, или пень, ставший камнем? А каково ваше мнение? Делитесь, пожалуйста, им в комментариях. 29. Болгарский Стоунхендж, Беглик-Таш. Еще одна загадка истории находится в Болгарии – это Беглик-Таш. Мало кто слышал это название, а между тем это уникальное место достойно занимать первые страницы всех путеводителей по стране. Беглик-Таш расположен на самой высокой точке одноименного мыса, недалеко от города Приморска. Высота места над уровнем моря около 210 метров. Это самое древнее святилище, сохранившееся на побережье Черного моря. Беглик-Таш нередко называют болгарским Стоунхенджем. Иногда можно встретить информацию о том, что это фракийское святилище, что не совсем верно. Исследователи утверждают, что фракийцы лишь использовали уже построенный до них религиозный комплекс для проведения своих обрядов. Истинные строители сооружения неизвестны. Заповедник Беглик-Таш в течение долгого времени являлся секретным объектом Болгарии, доступа в который не было простым людям. В конце 1940 года этот район в дельте реки Ропотома объявили охраняемым природным заповедником, и он стал настоящим секретным объектом. Вход туда закрыли всем, включая ученых всех специальностей. Место оставалось таковым до 2003 года, сохранив в нетронутом виде здешнюю природу и уникальный мегалитический комплекс, который ученые обнаружили только в 2004 году. Но наверняка узкому кругу людей о существовании здесь древнего святилища было известно давно. Святилище представляет из себя круг из огромных камней-валунов и расположено на скалистой поверхности. Общая площадь комплекса около 12 гектаров. По заявлениям геологов, в мезозойскую эру здесь был вулкан, и камни имеют магматическое происхождение. Беглик-Таш уникален еще и тем, что скрывает также немалую подземную часть, исследования которой пока даже не начинались. Одна из загадок святилища Беглик-Таш – рубленые камни. Нет никаких версий о том, каким образом тысячелетия назад было возможно так ровно разрубить огромные глыбы.
Также совершенно непонятно, для каких целей это было сделано. 30. Туристы в лесу нашли елку, которая растет прямо из ветки другой елки. В глухой чаще обнаружили ель, которая буквально восстала из мертвых самым необычным способом. Вместо того, чтобы погибнуть вместе со сломленным стволом, боковая ветка резко сменила направление роста и превратилась в полноценное дерево. Этот редкий кадр доказывает, что природа способна на невероятные трансформации ради выживания. Уникальный снимок, сделанный фотографом Дональдом Холлом, наглядно демонстрирует биологический феномен. На фото видно, как старый массивный ствол был обломлен, вероятно, из-за шторма или болезни, но жизнь в нем не угасла. Одна из нижних ветвей, получив доступ к свету и питательным веществам, передумала расти горизонтально и устремилась строго вверх, сформировав новую идеальную крону. В биологии это явление связано с потерей апикального доминирования. Когда верхушечная почка основного ствола погибает, гормональный баланс дерева меняется, и спящие почки на ветвях получают сигнал к интенсивному росту. В данном случае ветка не просто выросла, а полностью заменила собой родительское дерево. Используя его мощную корневую систему как фундамент, фотография была сделана еще в 2004 году, но до сих пор вызывает бурные дискуссии среди натуралистов и пользователей сети. Это живое воплощение стойкости. Дерево не просто выжило в критической ситуации, а провело полную внутреннюю перестройку, чтобы продолжить тянуться к солнцу. На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами мира, на которые никто не может найти ответы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В этот раз их будет два. В доме, охваченном пламенем, сфотографировали призрака. Жительница Джорджии уверена, что в ее сгоревшем доме остался призрак покойного отца. Пока женщина лечилась в ожоговом центре, ей прислали снимок охваченного огнем здания, на котором в дверном проеме виден мужской силуэт. Для нее это не просто случайность или дефект съемки, а знак того, что близкий человек был рядом даже в такой трагический момент. Скептики объясняют фигуру игрой теней и паридолией, когда наш мозг находит знакомые образы в хаотичном пламени. Однако даже люди, далекие от мистики, признают драматизм кадра. Силуэт в центре пожара выглядит слишком реалистично. Независимо от природы явления, для самой хозяйки этот снимок стал важным личным утешением. Девочка из ниоткуда. Загадка яскинской фотографии. В фондах Каргопольского государственного музея хранится уникальный послевоенный снимок с мистической историей. На нем запечатлены ученики начальной школы деревни Яскинская, что находится в 56 километрах от Каргополя. В тот день перед объективом собрались все 7 местных школьников и 2 их наставников. Сенсация обнаружилась только после проявки. В группе детей оказался лишний человек. За спинами ребят стояла незнакомая девочка в длинном белом платье. Фигура гостей была полупрозрачной, сквозь ее одежду отчетливо проглядывали стены дома, на фоне которого позировал класс. Особенный ужас на свидетелей нагнал взгляд незнакомки. Ее глаза были неестественно широко распахнуты, словно от сильного испуга. Опасаясь дурного предзнаменования, жители деревни на общем сходе постановили сжечь все 9 копий снимка. Однако одна фотография уцелела. Ее сохранил школьник Миша Грязов, чей отец получил назначение на должность председателя сельсовета в селе Архангела. Семья переехала, и опасный кадр на долгие годы затерялся среди домашних альбомов. Спустя десятилетия раритет обнаружил Николай Захарович, двоюродный брат повзрослевшего Михаила Федоровича. Работая электриком в Каргопольском музее, он получил задание от руководства поискать у односельчан снимки военных лет. Изучая архив брата, он наткнулся на ту самую карточку и передал ее в музей, где она стала одним из самых обсуждаемых экспонатов. Вот такими у нас получились 30 тайн мира, на которые никто не может найти ответы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика.
Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.